Всем доброе утро! Мы едем в парк Винвандерс. Раньше назывался Винперл. Это Нячанг, Вьетнам. Я совсем туда не собиралась, но поехала. Билет на автобус специальный, который прям везет до канатной дороги, стоил 15 тысяч донгов. Но можно было проехать бесплатно. Правда, в тот момент, когда я ехала, я еще думала, что в сам парк я не пойду. То есть я думала, я покатаюсь на канатке, там погуляю по свободным зонам, там это можно сделать, и просто затусую где-нибудь на пляже в районе юга. Напомню, что меня зовут Саша, я мечтательница у моря, живу на море, но при этом очень люблю путешествовать. И вот очередное мое путешествие, я сейчас в Нячанге, Вьетнаме. А пока мы едем на канатную дорогу, я расскажу, что Винвандерс – это тематический парк развлечений. Он расположен на острове Хon Tre, прямо напротив города. Каждый день работает примерно с 9 до 20. На острове еще есть отели, есть классные виллы, которые я уже присмотрела, но, конечно, на них надо заработать денег. Есть куча аттракционов, классный аквапарк, зоопарк, ботанический сад, прикольные ресторанчики. В общем, там можно классно провести время. Я в парк не собиралась, как уже говорила, но в итоге решила. Что в Винвандерс огромные очереди, но сегодня вне сезон их вообще нет. Это выходной день, суббота. Суббота, не раннее утро. То есть я спокойно позавтракала и такая приехала и еду. Персональной кабинки, я так понимаю. Короче, это аттракцион невиданной щедрости. Персональная кабина, никого нет вообще. Мы едем на остров Винперл. Билет обошелся примерно в 3000 рублей. Я покупала его через сайт trip.com. Там очень хорошие предложения, и оплатить можно рублевой картой МИР, что удобно. Ну что, сейчас стартуем. Смотрите, как быстро он сейчас помчит. Я тут буду снимать, потому что здесь нету стекла. Хотя можно стекло. Поехали. Ух ты. Классно, невероятно и красиво. На самом деле я ехала в эту сторону, потому что просто хотела на пляже в этой стороне. Вон там я вижу, там совсем нет волн. Но потом решила, что, возможно, сегодня последний солнечный день в моем отпуске. И можно провести его во вьетнамском Диснейленде. Ну, а почему бы и нет? Дует ветерок. Если погода испортится, то людей возвращают на скоростных катерах. Сейчас я переключу камеру. Смотрите, какой вид в другую сторону. Оттуда мы уплываем. Очень красивая канатная дорога. Прям супер виды. Протяженность канатной дороги более 3 километров. Поездка длится около 12 минут. Можно отдельно покататься на ней. Это стоит примерно 600 рублей. Я так и хотела сделать, но, сами понимаете, планы поменялись. И я об этом не жалею. И вот в такую красоту попадаем. Это старт. Мне нужна карта. Я сейчас пойду. Вот, я вижу карту. Сейчас мы найдем карту и будем развлекаться.
нас карта. Что тут есть? А на территории парка есть всякие аттракционы, экстремальные, семейные, водные горки, ну, аквапарк, про который я уже говорила, океанариум, ну, он был закрыт, кстати, зона для малышей с карусельками и поездами, мини-зоопарк, ботанический сад, очень красивый, зона с ресторанами и кафе. Вот я сейчас показываю, какие здесь есть. Была не права про людей, они просто все прячутся в тени. Красивый ресторан. Вот туда идти. Игрушки-милашки. Вот тут речное какое-то путешествие, что-то непонятное. Здесь вон покататься на машинках, как в нашем советском прошлом. Можно. Детишки катаются, взрослые катаются. Ну, идем дальше. Я хочу на колесо обозрения и, возможно, на что-то еще. Посмотрим, что тут есть. На самом деле я обошла практически все аттракционы. Ну, многое в кадр не попало, где-то снимать было нельзя, а где-то просто было некогда, и телефон уже садился. Красивый Starbucks. Невероятный фламинго. Видим другой камень. Виды, конечно, там везде просто невероятные. Можно залипать на это бесконечно. В общем, билет, который я купила, там входил еще ваучер на еду, который действует в определенных ресторанах. Ну, это все на трипкоме прописано, какие рестораны принимают эти ваучеры. Ваучер на 150 тысяч донгов. И вот я взяла там одно блюдо, плюс пиво маленькое. И мне пришлось доплатить еще 140 тысяч донгов за еду. Ну, собственно, неплохая такая скидка. Сейчас поем и пойду уже дальше куда-нибудь смотреть на красоту. Не искупаться, наверное, надо. Какая-то самое вкусное, что я здесь ела, это вообще с морепродуктами огроменная порция. Мне кажется, я тут буду 2 часа еще сидеть, еще придется напиток брать дополнительный. Это очень вкусно. Ну и снова красивые виды, сами понимаете. Это невероятно классно. Вон там офигенный пляж и отель. Ну вот и колесо обозрения. Ой, какой-то звук. Колесо обозрения огромное. Его высота 120 метров. Работает колесо с 2017 года, то есть достаточно давно. И это вроде бы большое, самое большое колесо во Вьетнаме. В кабинках достаточно комфортно, работает кондиционер, но немножко шумно. Но при этом открываются офигенные виды на весь парк. Можно рассмотреть, что есть на территории, куда пойти. И те самые классные виллы, которые мне понравились. Но согласитесь, цена начинается, кстати, примерно от 20 тысяч рублей в сутки, вне сезона. Ну а стоимость проживания в отеле на острове, который здесь же находится, и когда ты живешь в отеле, ты, естественно, можешь ходить по парку просто так, где-то примерно 7 тысяч рублей вне сезон. Ну, в сезон, наверное, подороже.
ботанический сад – это особый вид удовольствия. Там стоят такие специальные куполы, в которых разные растения. Где-то тропические, необычные, где-то, кстати, наши. И это, между прочим, по-моему, называется зимняя зона. Вот, есть кактусы, есть какой-то там еще парк камней, японский сад. В общем, вообще просто разгуляться можно для тех, кто любит ботанику. Ну, еще есть отдельный купол с живыми бабочками. Их, конечно, там было не очень много, но, тем не менее, они были и очень красивые. Там вот сотрудники раскладывают им еду, и можно полюбоваться прекрасными созданиями. Есть еще такой кактус-ленд. Царство кактусов. Смешные некоторые вообще. Знакомые всякие наши. Ух! Ух! Ну и зона с животными тоже есть, даже без них. Разные обезьяны, бегемот, кто-то там еще, игуаны. В общем, есть на кого посмотреть. Ну, это полноценный, можно сказать, зоопарк. Классные животные, очень красивые и грациозные. Ну а еще был там странный медведь, который просто сидел и смотрел на всех. Ну вот люди реально напротив него стояли. Они смотрели на него, он на них. Карусели и зону аквапарка я совсем немного поснимала, потому что у меня уже стал садиться телефон. Но в следующий раз, а он непременно будет, я прям там протусую целых полдня, потому что это просто волшебное какое-то место. Ну а вечером весь парк похож на какую-то сказку. Все светится, подсвечено красиво, какие-то огоньки, какая-то классная музыка играет. В общем, вообще волшебно-волшебно. Просто немного атмосферы вечернего Винперла. Очень красиво, конечно. Ну и, конечно, куда же без новогоднего настроения. Тут уже вовсю готовятся к Рождеству. Везде украшения, сияющие какие-то фигурки. Блин, это так атмосферно и классно. Прям просто как будто бы ты в сказку попал. Я обязательно в это место еще вернусь. Спасибо, что окунулись со мной в эту атмосферу праздника. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео, они непременно будут. Это я вам точно обещаю. Ну, конечно, не только про Вьетнам, но и про наше российское побережье. Спасибо за лайки и донаты.